Вы нашли это сообщение не случайно. Это не совпадение, не случайный момент в интернете. Сам факт того, что это видео появилось перед вашими глазами, подтверждение божественного сигнала. Да, это знак, о котором ты просил Бога. Тот, который не пришел на прошлой неделе. Тот, о котором ты плакал в тайной комнате. Тот, о котором ты шептал, когда никто не слышал. Бог услышал его. И теперь это его ответ. Это сообщение не просто видео. Это святое прерывание. Что-то священное вот-вот раскроется. И ваш дух чувствует это. Сейчас ощущается какое-то движение. Тихий, но несомненный сдвиг. Это рывок в сердце. Этот холодок по спине. Это не волнение. Это присутствие. Присутствие Бога, который не забыл твоих слез, твоей жертвы, твоих одиноких ночей, твоих молитв, прошептанных сквозь стиснутые зубы. Если вы сейчас отделитесь, и если вы уйдете или пролистаете мимо, слушайте внимательно. Вы можете задержать поток чуда, который был уже подготовлен и тот час, да, я сказал чудо. Чудо, которое преобразит не только ваши финансы, но и ваша вера, твое будущее, весь ваш наследование. Вы просили знака. И небеса ответили: время пришло, в твоей жизни открыта божественная дверь. Но ты должен остаться достаточно долго, чтобы получить ключ. Позвольте мне смело заявить, это не для всех. Это слово для выбранной. За того, кто боролся молча. За того, кто отдавал десятину дрожащими руками. За того, кто почти отказался от обещания, потому что ожидание стало невыносимым. Если это про тебя, если твой дух сейчас трепещет остаться. Посмотрите это сообщение до самого конца, я серьезно. Потому что в последние мгновения я открою нечто тайное. Что-то священное, секрет Бог прошептал мне в душу. Это связано с чем-то конкретным, окно времени, пророческое выравнивание. Благословение, которое будет даровано тем, кто действует с верой, не в эмоциях, но в послушании. Сейчас вы станете свидетелями того, что произойдет, когда небеса обратят свое внимание непосредственно на вас. Пусть это будет момент, когда твоя судьба изменится. Когда волна нехватки прекратится. Когда проклятие промедления закончится. Когда завет богатства будет вспомнен. Когда семя наконец коснется почвы сверхъестественного урожая. Но послушай меня, враг хочет, чтобы ты отвлекся. Он хочет, чтобы ты сомневался. Он хочет, чтобы ты упустить момент. Вот почему это так неприятно. Вот почему ваш разум уже пытается отвлечься. Потому что это слишком священно. Это духовный поворотный момент. Если бы вы действительно знали, что находится за следующей дверью, вы бы прямо сейчас расплакались. Итак, вот ваш выбор – остаться и получить ключ. Или уйти и задуматься, был ли это тот самый момент, когда вы должны были войти в чудо, о котором молились весь год. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Это послание не просто слово. Это божественная встреча в маскировке. И в конце я покажу вам святый узор, пророческое выравнивание, которого вы никогда раньше не видели, которое ведет прямо к вашему наследованию изобилия. Но прежде чем я открою вам точные знаки, даты и дверь, вы должны понять нечто важное. Вы не ждете Бога, Бог ждет тебя. И если вы ищете выход, вы не одиноки. И если вы не спали всю ночь, глядя в потолок и шепча: «Боже, когда же наступит моя очередь?» Это слово для вас. Если вы молча плакали, отдав последнюю монету, веря, что каким-то образом семя вернется в виде урожая, но ничего не вышло, тогда послушайте меня сейчас,
вас увидят. Вы искали ответы, просматривали мотивационные видео, спрашивали друзей, слушали подкасты, читали Писание, надеялись, что просто одна строка, одна цитата, одна идея наконец-то открыли бы дверь изобилия, которого вы так ждали. Вы искали знаки. Вы искали доказательства. Вы говорили себе: если бы я только знал, как, и если бы я только знал, что делать, я бы сделал это от всего сердца. И Бог говорит тебе сейчас: дело не в том, что у вас нет усилий. Дело в том, что у вас пока нет божественной связи. Перемены, которые вы ищете, не придут сами собой шлифовать сильнее. Это не будет результатом очередной бессонной суеты или очередного холодного отказа. Нет. Этот следующий шаг, тот, который все изменит, придет через человека. А божественный волонтер — избранный сосуд, который был движим Духом Божиим привести вас в соответствие со следующим сезоном. Да, вы не ослышались. Кто-то пробуждается ради вас. Кто-то просыпается с бременем благословить вас. Не из милосердия, а потому, что они были наставлены небесами. Ты смотрел внутрь себя, и это хорошо. Но теперь Бог велит тебе смотреть наружу. Потому что ключ не только внутри тебя. Ключ идет к тебе навстречу. Человек, который порекомендует тебя. Соединит тебя. Предложит тебе то, что ты никогда не смог бы построить в одиночку, они идут. Но послушайте внимательно. Сначала вам нужно разобраться с пустотой внутри. Глубокая боль, которая говорит: «Я этого не достоин». Это рана, которая шепчет: «Мне уже слишком поздно». Этот страх, который кричит: «Меня никогда не выберут». Это пустота, это пустое место, это не признак вашей неудачи. Это священное место, которое Бог хранит. Место, где Он сажает больше всего драгоценные семена. Ваше одиночество – это почва. Твое молчание – это вода. Твое послушание – это солнечный свет. И в свое время, да, в этом сезоне, то, что было погребено, вырвется наружу. Но только если ты остаются посаженными. Только если ты перестанешь бежать от пустоты и начнешь спрашивать: «Боже, что ты готовишь внутри меня?» Позвольте мне спросить вас кое-что. Бывало ли у вас такое, что никто не замечал ваших усилий? Где двери остаются закрытыми, как бы сильно вы ни стучали? Где вы даете, даете и даете, и все еще чувствуете, что есть ничего не осталось? Это не наказание. Это подготовка. Тебя готовят, выдолбленный, чтобы вы могли нести что-то более тяжелое, изобилию нужно место, благословение нуждается в контейнер. И твое сердце приняло эту форму, даже несмотря на боль. Бог не забыл твою просьбу. Он молча ответил на нее. Но вот часть, которую вам мало кто расскажет: чудеса редко кажутся чудесами, когда они начинаются. Они ощущаются как помехи, прерывание, неудобство. Но на самом деле это божественные двери. То, что вы считали отказом, на самом деле перенаправление. То, что казалось прекращением работы, на самом деле было подставой. Прямо сейчас, пока вы слушаете, я хочу, чтобы вы остановились и задумались, есть ли в вашей жизни кто-то, кто постоянно появляется. Голос, который вы не можете игнорировать. Имя, которое постоянно всплывает. В памяти. Возможно, это тот, кого посылает Бог. А если еще нет, будьте бдительны. Сигнал уже послан.
И доброволец уже в пути. А теперь послушайте, это очень важно. Не пытайтесь навязать соединение силой. Не гонитесь. Не попрошайничайте. Не стройте козни. Просто подготовьте свое сердце. И когда появится дверь, пройдите через это с верой. В духовной сфере есть скрытая истина. Бог редко действует, не послав кого-то вперед. До того, как Иосиф вошел во дворец фараона, там был виночерпий, который помнил его. До того, как Давид взошел на престол, его помазал пророк. До того, как Руфь вступила в право наследования, ее наставляла Наиминь. Связь всегда священна. Так почему же вы думаете, что ваш прорыв будет иным? Вы пытались делать все это в одиночку. Но небеса напоминают вам сегодня: благословение течет через отношение богатства, высвобождается через послушание. И двери открываются, когда сердце соответствует Божьим сосудам. Речь не о манипуляции. Речь о позиционировании. Расположите свое сердце в смирение. Осознанное расположение глаз. Приготовьте руки к бою. Потому что когда придет момент, это покажется обыденным. Но вы должны увидеть это духовным взором. Итак, дорогой, я говорю тебе, оставайся до конца этого послания. Потому что я собираюсь поделиться с тобой точной позой, духовным состоянием и конкретными отношениями, которые привлекут эту божественную связь в вашу жизнь. И, пожалуйста, если это слово подтверждает что-то глубоко внутри вас, поставьте лайк к этому видео сейчас. Это не просто акт участия, это пророческий поступок. Он говорит небесам: «Я верю. Я согласен. Я готов». Он сообщает алгоритму этой платформы, что нужно донести это слово до большего количества душ, таких как ваша, ищущих, страдающих, ждущих их сигнал. Так что ставьте лайк. Это не для меня. Это для что будет дальше. Потому что если вы думали, что пустота глубока, подождите, пока не увидите величину чуда. Он готовил вас к этому. Не внутренняя пустота — это не конец. Это начало божественной полноты. А теперь держитесь крепче. Потому что в следующем разделе я задам вам вопрос, который может пошатнуть самые основы вашей веры. Но сначала пусть это утвердится в вашем духе. Ключ к вашей финансовой трансформации совсем рядом. Он ближе, чем вы думаете. Это не стратегия. Это человек. И они идут к вам прямо сейчас. Позвольте мне задать вам прямой вопрос. Пусть он коснется вас глубоко, не на поверхности, а в самых глубинах вашей души. Почему вы продолжаете пытаться спасти себя, когда Бог уже назначил того, кто спасет вас? Подумайте об этом. Все эти годы ты нес это бремя в одиночку. Все эти решения. Все эти долги. Все это изнеможение. Ты улыбался на публике, хвалил потрескавшимися губами и говорил «Аминь», спрашивая себя в глубине души, слышат ли тебя небеса. Ты был верен, да, но также забытый. По крайней мере, так кажется. Позвольте мне спросить еще раз, как долго вы будете притворяться, что все в порядке? Как долго ты будешь продолжать говорить себе «это всего лишь сезон», когда вы понимаете, что внутри вас что-то кровоточит уже слишком долго? Ты похоронил мечты. Отложил желания. Занизил свои ожидания, чтобы разочарование не было таким острым. Но, сделав это, ты также закрыл свое сердце для того, что Бог приготовил человек. Да, я сказал человек. Не просто наставник. Не просто помощник. Не просто друг. Я говорю о божественном инструменте «Живой ответ на молитву». Тот, чей жизненный путь неосознанно был переплетен с вашим невидимой рукой Всевышнего.
«Я Господь, Бог твой». Он говорит: «Я бережно переплела линии твоей судьбы». Не небрежно, не случайно, но намеренно. Подобно золотым нитям, вплетенным в священный гобелен, Бог устроил так, чтобы этот человек появился не рано, не поздно, но прямо когда пустота грозит поглотить тебя целиком. Давайте проясним это. Это необычное соединение. Это не просто контакт. Это не социальная услуга и не счастливый случай. Это провидение. Вот почему враг так яростно сражался с тобой в этом сезоне. Потому что он знает, как только этот человек появится, все меняется. Теперь позвольте мне задать вам еще один вопрос. Как бы вы себя повели, если бы знали, что с небес на вашу сторону кто-то послан? Вы бы жили с большими ожиданиями. Будете ли вы молиться с большим жаром? Будете ли вы поклоняться, даже если ваш банковский счет говорит об обратном? Потому что если бы вы знали, если бы вы действительно знал, что кто-то находится в этой позиции прямо сейчас, кто-то, у кого есть то, что вам нужно, кто-то, у кого есть ключ, как это изменит вашу позу. Видите ли, то, что вы сейчас чувствуете в деньгах, в возможностях, в направлении, это не просто случайность, а подготовка. Потому что Бог готовит узнавать человека, когда он прибудет. Это может быть кто-то, кого вы уже знаете, кто-то, кого вы не заметили, кто-то, чьи слова тогда показались вам не совсем понятными. Или это может быть кто-то совершенно новый, кто-то, появившийся тихо и естественно, но обладающий сверхъестественным влиянием. В любом случае, это не будет совпадением. Это будет провидение. И когда это произойдет, ваше сердце узнает. Будет момент. Разговор. Взгляд. И вдруг все встанет на свои места. Но вот правда, вы должны быть готовы, чтобы увидеть это. Потому что если твое сердце все еще покрыто горечью, если твой дух все еще скован прошлыми разочарованиями, если ваш взгляд прикован к вашей собственной боли, вы можете упустить из виду человека, посланного, чтобы раскрыть ваше изобилие. Позвольте мне сказать следующее. Бог часто скрывает чудеса внутри людей. Он облекает милость в плоть. Он прячет ключи внутри разговоров. Он помещает ответы туда, где мы меньше всего их ожидаем, потому что Он хочет проверить не только нашу веру, но и наше смирение. А теперь я спрошу вас, сможете ли вы получить помощь, если она не придет так, как вы себе представляли? Можно ли доверять двери, даже если снаружи она выглядит обычной? Потому что тот, кто придет, может и не выглядеть сильным. Возможно, они не богаты. Возможно, они не знамениты. Но они будут помазаны, чтобы благословить вас. Дело не в популярности. Это пророческое выравнивание. Они идут. И они несут что-то для вас, то, до чего вы не смогли бы дотянуться самостоятельно. Верите ли вы, что Бог уже посылал кого-то раньше? Подумайте о Руфе. Все ее наследство было получено благодаря руководству Наимине. Подумайте о Елисее. Его двойная порция была спрятана в Мелоте Илии. Подумайте о Петре. Его апостольское призвание пробудилось благодаря одной встрече с Иисусом. Бог никогда не действует без посланников. А теперь твоя очередь. Человек, который держит ключ к вашей следующей главе, ближе, чем вы думаете. Возможно, они уже наблюдают за вами. Возможно, они уже молятся за вас. Они, возможно, ждут божественного зеленого света, и этот свет загорается сейчас. Итак, вот мой следующий вопрос, и он может оказаться неприятным. Готовы ли вы позволить кому-то другому нести часть благословения, которое вы пытаетесь нести в одиночку? Гордыня говорит:
«мне не нужна помощь». Страх говорит: «я никому не могу доверять». Но вера говорит: «Боже, если ты кого-то пошлешь, я его приму». Это ваш духовный контрольный пункт. Ваше следующее чудо будет завернуто в человеческий сосуд. Будете ли вы достаточно открыты, чтобы узнать их? Будете ли вы достаточно мудры, чтобы послушать? Будете ли вы достаточно скромны, позволить им провести вас через следующую дверь? Потому что то, что будет дальше, ты не сможешь сделать это в одиночку. Речь идет не только о финансах. Это о веропослушании и позиционировании. И вы уже слишком далеко зашли, чтобы пропустить это сейчас. Но прежде чем я открою вам, как распознать этого человека, прежде чем я покажу вам функции, выбор времени, и тест это подтверждает, кем они являются, вы должны понять это. Бог не посылает их, пока ваше сердце не будет готово. И вот куда мы направляемся дальше. Потому что в следующей части этого сообщения я открою духовное состояние Необима для привлечения божественного партнерства. 3 отношения, притягивающие сверхъестественные связи. И предупреждающие знаки, которые враг пытается имитировать до того, как прибудет настоящий человек. Оставайся. Не позволяй боли тебя напугать. Исцеление ближе, чем когда-либо. И человек, которого посылает Бог, может прибыть раньше, чем вы думаете. На пути каждой души наступает момент, когда испытание не наказание, а божественное откровение, когда то, что кажется молчанием Бога, на самом деле звук его наблюдения, взвешивания, ожидания. Вы сейчас находитесь в этом моменте. Это не совпадение. Вы не случайно оказались здесь. Священное напряжение в воздухе, трепет духа, который шепчет: «Будьте внимательны». Рай близко. Но будьте осторожны, не каждая дверь остается открытой вечно. Не каждое благословение терпеливо ждет вашего удобства. Некоторые чудеса ограничены во времени. Некоторые обещания подобны облаку, пролетающему над вашим полем. Если семя не будет в земле, когда прольется дождь, неважно, насколько плодородна почва или сколько вы молитесь потом к окну, и он движется. И прямо сейчас ты стоишь в нем. Бог испытывает твое сердце. Не для того, чтобы навредить тебе, а чтобы показать, что внутри тебя. Это момент божественная пауза, где прорыв кажется отложенным не потому, что вы что-то сделали не так, а потому, что небеса согласуют урожай с вашим послушанием. Можно ли продолжать поклоняться, когда деньги не приходят? Можно ли продолжать говорить о жизни, когда счета громче обещаний? Можно ли продолжать сеять, когда земля выглядит бесплодной? Слушайте внимательно, это испытание перед изобилием. Огонь предшествует золоту. Тишина предшествует шуму дождя. И Бог не играет с тобой в игры, Он проводит черту между теми, кто верит без доказательств, и те, кто поверит только тогда, когда это безопасно. На чьей стороне вы будете? Есть моральная дилемма прямо сейчас, это вплетено в твой дух. Битва между тем, что имеет смысл в природе, и тем, что тайно нашептано твоей душе. Вера не всегда кажется разумной. Послушание не всегда кажется безопасным, но завет, заключенный Богом с вами, не был основан на комфорте, он был скреплен жертвой. Аврааму пришлось поднять нож до того, как появился баран. Илии пришлось вырыть ров до того, как сошел огонь. Вы тоже должны действовать до того, как доказательства подтвердят это. Позвольте мне дать вам привилегированное знание, что мало кто понимает. Самое опасное – это не неудача. Нерешительность. Небеса могут работать с неудачами. Бог может искупить ошибку. Но нерешительность. Нерешительность означает, что вы не сеете и не жнете. Не молитесь и не повинуетесь. Нерешительность парализует поток сверхъестественного.
Вот почему в Откровении сказано: «Поскольку ты не горяч, не холоден, я тебя извергну». К равнодушное сердце задерживает чудо, которое должно было произойти на этой неделе. Послушайте это, чувствуя тяжесть небес на своей душе. Но если у вас есть сомнения, если вы решите отпустить эту истину, вы скоро пройдете тот самый момент, когда небо захочет действовать в вашу пользу. Вы это почувствовали. Это была не просто фраза, это было духовное чувство, контрольно-пропускной пункт. Есть священное выравнивание, происходящее в этом сезоне. Бог планирует избавление, божественные связи, неожиданные передачи богатства, открытые двери, но они привязаны к твоему «да». Твой вера – это ключ активации. А без этого рождение не состоится. Не потому, что Бог тебя не любит, а потому, что твой дух не был готов принять. Некоторые из вас уже почувствовал грань этого чуда, у вас был разговор, который показался вам странным, но божественным. Номер высветился несколько раз, дверь открылась, но вы не решились войти. И теперь вы задаетесь вопросом: это был Бог? Я что-то пропустил. Услышьте меня ясно, Бог не жесток. Он подтверждает, затем проверяет, затем открывает. Прямо сейчас Он снова подтверждает. Это видео, это слово, этот момент. Это не содержание, это божественное вмешательство, и все же напряжение есть. Потому что вы знаете, каково это верить и разочаровываться. Вы уже были верны, но чудо не произошло. Поэтому теперь ваше сердце насторожено. Но это второй тест. Позволите ли вы прошлым промедлениям лишить вас послушания в настоящем? В каждом духовном испытании скрыта тайна. Не только то, что вас просят сделать, но и то, что ждет вас по ту сторону, если вы подчинитесь. Возможно, сейчас вы столкнулись с бурей. Финансовый кризис. Разрушенные отношения. Невыполненное обещание. Но за завесой смятения скрывается заранее запланированная трансформация. За вашим именем уже что-то закреплено, дочка, ваше имя на благословение, но небеса спрашивают: вы готовы его забрать? Сейчас не время для духовной лени. Это призыв к радикальное выравнивание. Ваш голос имеет значение. Ваша молитва имеет значение. Ваше семя важно. И ваше решение в этот самый момент – это разница между промедлением и судьбой. Бог не наказывает вас. Он готовит вас. Он наблюдает, готовы ли вы нести бремя богатства. Он хочет освободить. Потому что не каждое чудо – это утешение. Некоторые – это емкость. И если ваше сердце не расширится, то наследство погубит вас, а не благословит. Теперь я должен рассказать вам то, что рассказывают очень немногим. И есть такое понятие, как просроченное пророчество, дочка, не потому, что слово не сбылось, а потому, что сосуд не двигался с места. Иона чуть не промахнулся мимо Ниневии. Моисей чуть не промахнулся мимо Ханаана. Не позволяйте сомнениям помешать вам пропустить назначенный час. Это не теория, это божественная истина, и ты был избран, чтобы услышать это точка сегодня. Вы не просто слушаете, вы являетесь вызванные это послание, ваше зеркало и ваше окно. Зеркало, которое покажет вам, что Бог совершенствует. Окно, через которое можно заглянуть в будущее, если вы отвечаете. И это еще не все. Что-то, что Бог еще не открыл, вторая фаза этого чуда, но это условно не на совершенстве, а на позиционировании. Если вы будете придерживаться своей позиции в молитве, вере, послушании, вторая волна придет с большей мощности, чем первой. Но если вы отступите, если вы охладеете, если вы сочтете этот момент неактуальным, вы увидите, как другие будут свидетельствовать о прорывах, в которых вы могли бы участвовать. То,
что Бог хочет дать тебе, необычно. Это не обыденно. Это не для всех, это священно. Секретно. Конкретно, и он приходит, завернутый в вызов, так что его увидят только верующие. Дверь не откроется толпе. Только хранители завета пройдет. Поэтому я снова спрашиваю вас, будете ли вы доверять напряжению? Выдержите ли вы тишину? Подчинитесь ли вы, когда станет неловко? Или вы упустите этот момент, этот божественный момент единения, только чтобы оглянуться и сказать «Я был так близок». Прежде чем мы продолжим, я должен донести до вас еще одну истину. И вот она. Величайшим чудесам всегда предшествует величайшее давление. Это не совпадение. Это духовный закон. Если вы чувствуете жар, это значит, что золото формируется. Если вы слышите это слово в период смятения или нехватки, это значит, что враг всегда пытается помешать осуществлению задуманного. Твой напряжение – это знак. Ваш слезоподтверждение. И это слово есть последнее предупреждение и священное приглашение. Оставайся со мной, потому что то, что будет дальше, откроет то, что было откладывается на годы. Дитя мое, слушай с благоговением. Слушай не только ушами, но и сердце. Ибо то, что я собираюсь вам рассказать, не только потрясет поверхность вашего понимания, но и пробудит в вас нечто глубокое, древнее и священное. Это не учение. Это божественное раскрытие. Это кульминация обо всем, о чем мы говорили до сих пор. Вы ждали чуда, вы молились за избыток, ты молил небеса вспомнить о тебе, открыть дверь, послать провизию, указать следующий шаг. И я слышал каждый плач, собирал каждую слезу, считал каждую тихую ночь, когда ты затаил дыхание, надеясь на еще один знак. А теперь, сейчас приходит откровение, которое изменит ваш сезон. Дочь моя, дочка моя, готовься, потому что этот человек станет словно ключом, идеально подходящим к замку твоей судьбы. Он принесет божественные связи, открытые двери, блестящие идеи и силы для их воплощения. Да, есть кто-то, приходящий не просто друг, не просто партнер, на ключ, живой, дышащий, посланный духом ключ. Они откроют то, что ты не смог бы открыть сам. Не потому, что ты слаб, а потому, что у каждого замка есть свой ключ, и небеса точны. Пусть это глубоко укоренится. Вы не одиноки в своем прорыве, вы никогда не должны были строить обещания в одиночку. Даже Иисус избирал учеников. Даже у Моисея был Аарон. Даже у Павла был сила. Урожай, о котором вы молились, завет, которого вы ждали, богатство вам обещали, у него есть лицо. У него есть голос. Он связан с божественные отношения. И вот здесь напряжение становится силой. Потому что многие из вас пострадали от людей. Вы доверяли, а они предали. Вы отдавали, а они исчезли. Вы верили, а они ушли. И теперь ваше сердце колеблется, когда Бог говорит «Я пошлю кого-нибудь». Но послушай меня, дорогой мой, это не просто кто-то, это не подделка. Это не отвлечение внимания. Это святое назначение. Этот человек придет не для того, чтобы что-то у тебя отнять. Он придет, чтобы раскрыть тебя. Дополнить тебя. Приумножить то, что казалось застоявшимся. Разве вы не верите, что я, Господь воинств, могу послать кого-нибудь, чтобы умножить ваше пропитание? Я использовал вдову, чтобы накормить Илию. Я использовал Иосифа, чтобы спасти Египет. Я использовал обед одного мальчика, чтобы накормить 5000. И я буду использовать кто-то для тебя, чтобы высвободить поток идей,
благосклонности, доступа и силы, в которых вы так нуждались. Это мастер-ключ-момент. Кульминация испытаний. Столкновение между послушанием и предусмотрительностью. Дверь готова. Замок ждет. Но вы должны узнать ключ, когда он появится. Позвольте мне спросить вас сейчас, узнаете ли вы ключ, когда увидите его, откроешь ли ты свой дух снова? Позволишь ли кому-то встать рядом с тобой в исполнении твоего предназначения? Или страх прошлого закроет врата в твое будущее? Вы должны различить это. Враг боится единства. Вот почему он так яростно борется за отношения. Он знает, что происходит, когда сердца сходятся. Стены рушатся. Молитвы умножаются. Помазание сливается. Финансы текут рекой. Планы ускоряются. Он боится того момента, когда ты идешь рука об руку с тем, кого Бог уготовил. Назначен не только допустимый. Так пусть же эта истина отзовется эхом в вашей душе. Речь идет не только о благословении. Речь идет о наследовании. Бог не просто пытается облегчить вам жизнь, Он стремится сделать ваше наследие возможным. Человек, которого Он посылает, несет ключ к вашей родословной. Мир вашим детям. Освобождение вашей семьи. Рождение вашего бизнеса. Ваш следующий уровень. Не пропустите это откровение. Не отвергайте это послание. Это священная земля. Вы молились о сверхъестественном. Но готовы ли вы к тому, что оно придет в человеческом обличии? Готовы ли вы к тому, что ваш ответ будет похож на разговор? На божественное вмешательство? На человека, чье присутствие ощущается как исполнение пророчества? Пусть ваш дух трепещет не от страха, а от благоговения. Потому что время, в которое вы вступаете, требует признания. Бог не опаздывает. Он точен. Но Он требует твоего участия. Ты должен получить сосуд, прежде чем примешь излишек. Вы должны принять ключ, прежде чем дверь откроется. И теперь я задам кое-что смелое, кое-что пророческое, комментарии ниже, если вы чувствуете, как это слово тянет вас за душу. Если внутри вас что-то шевелится. Если вы верите, что отмычка уже в пути. Напишите: «Господи, я принимаю ключ», пусть это будет вашим заявлением. Пусть небеса увидят вашу веру. Пусть враг узнает, что вы не спите, вы выжидательные. Потому что, когда ты говоришь, ты действуешь. Когда ты печатаешь, ты свидетельствуешь. А когда ты соглашаешься с небесами, ты разрушаешь планы ада против тебя. И я пойду еще глубже. Возможно, ты не единственный ожидающий для ключа. Возможно, ты ключ. Возможно, ваше присутствие – божественный ответ на чей-то запертый сезон. Возможно, вы несете в себе план, слово, силу, вклад, мудрость. И Бог готов поставить вас на место, не для того, чтобы вы были возвышены в одиночестве, но для того, чтобы возвышать других. Мастер-ключ подходит не только к одному замку, а многомерный. Работает в финансы, в вера, в услуга, в зрение, в стратегия, в выздоровление, в честь. И это то, что Бог высвобождает сейчас. Момент максимальное откровение – это ваше чудо связано с человеком. Ваш следующий сезон – это период взаимоотношений. Ваш рост – это совместный труд. Хватит веры одинокого волка. Хватит самостоятельной борьбы. Это время божественного выравнивания. Бог строит команды завета. Не просто друзья, не просто знакомые. На активаторы судьбы, и ваше сердце должно быть широко открыто, чтобы получить их. Позволишь ли ты кому-то использовать тебя, чтобы благословить тебя? Или гордость убедить тебя, что ты должен сделать все сам? Бог не посылает кого-то,
чтобы заменить твою силу. Он посылает кого-то, чтобы усиливать это. Быть рядом с вами, обладая проницательностью, заступничеством и влиянием. И когда они придут, что-то внутри вас, узнай их. Тот же Дух, что написал твое имя на небесах, прошепчет: «Вот это да!» Это ключ. Позвольте мне сейчас сделать паузу. Позвольте мне поговорить с вами самый глубокий вопрос. Вы задавались вопросом: буду ли я скучать по ним? А что, если я их не увижу? А что, если я сомневаюсь? Возлюбленный, ты не пропущу это, если ты остаешься в гармонии. Бог не жесток. Он не играет в прятки с твоим чудом. Он подтверждает. Он говорит. Он посылает мир. И прямо сейчас этот мир покоится над этим словом «ты ближе», чем думаешь. Поэтому я снова призываю вас: комментируйте с верой. Скажите: «Господи, я принимаю ключ», объявите это. Запечатайте это. Провозгласите это публично, чтобы небо, земля и враг знали: вы готовы. Это не просто сообщение, это пророческое разблокирование. Духовное назначение, небесная стратегия задумана тем, кто знает твой конец от начала. Держите это крепко, вас не оставляют в стороне. Вас включают в процесс. Это сообщение нашло вас, потому что ваше время пришло. Сезон изоляции закончился. Дверь конвергенции открывается. И ключ уже в пути. Теперь дышите. Пусть ваш дух почувствует массу этого момента. Позвольте своему сердцу поддаться напряжению и произнесите вслух прямо сейчас: «Я верю. Я принимаю. Я готов». Потому что, когда вы это делаете, небеса движутся, двери отпираются, ключ пришел, и начинается следующая глава. Это момент, когда ваша вера должна перейти от тишины к звуку. Вы не можете позволить себе быть тихим верующим прямо сейчас. Этот момент священен. Это не просто очередное видео. Это не просто очередное слово. То, что вы слышите, не случайно. Это божественное предназначение, о котором вы молились, возможно, даже умоляли в полночные часы. Помазание уже начало течь, но теперь вы должны откликнуться. Ваше послушание сейчас – это разница между задержкой и судьбой. Я хочу, чтобы вы прямо сейчас написали в комментариях эту пророческую и сильную фразу, которая активирует мою руку в вашей жизни. Бог посылает нужного человека, чтобы преобразовать мою экономику. Запишите это как акт веры. Не позже. Не после окончания этого видео. Прямо сейчас. Потому что это не просто предложение. Это духовный контракт. Провозглашая это, вы даете небесам разрешение вмешиваться в ваши земные обстоятельства. Вы говорите Богу: «Я готов к божественной связи. Я готов к вмешательству Царства. Я готов к тому, чтобы мой прорыв обрести имя и лицо». Это не мечта. Это активация завета. Видите ли, вера без дел мертва. И одно из самых недооцененных дел в сфере духовной брани – это акт провозглашения. Когда вы говорите что-то во имя Бога, под пророческим помазанием, с чистотой сердца и гармонией намерений, атмосфера начинает меняться. Ангелы приходят в движение. Задержки начинают исчезать. Невидимые барьеры начинают рушиться. Поэтому, когда вы пишете «Бог посылает нужного человека, чтобы преобразовать мою экономику», вы не просто печатаете. Вы сажаете. Вы открываете дверь. Поймите, человек, которого посылает Бог, не случайный. Это не смутная надежда на то, что кто-то
благословит вас. Нет. Это божественное предназначение. Бог организует святое партнерство вам на пользу. Это может быть наставник, деловой партнер, инвестор, клиент, спонсор или даже незнакомец. Но не заблуждайтесь, когда они появятся, вы сразу поймете. Потому что момент будет слишком идеальным. Благосклонность слишком внезапной. Умиротворение слишком глубоким. И вот секрет, который понимают лишь немногие. Небеса ждут вашего участия. Да, Бог суверенен. Да, Он может все. Но Он часто предпочитает действовать в соответствии с вашей готовностью, прежде чем даровать вам награду. Вот почему пророческие заявления – это не предложения, а священные деяния. Они открывают дверь, через которую входит ваше чудо. Не пропустите эту дверь. Вы слушали. Вы ждали. Вы верили. Но сейчас самое время действовать. Когда вы действуете в согласии со Словом Божьим, происходит нечто мощное. Речь не всегда идет о том, чтобы кричать громче всех или танцевать дольше всех, а о том, чтобы согласовать свое сердце, твой вера и ваш голос тем, что небеса уже говорят о твоей жизни. Бог не посылает просто так любой, Он посылает нужный человек. Тот, у кого есть ключ от двери, перед которой вы стоите годами. Тот, кто несет доступ идей и прозрения, открывающие шлюзы возможностей и возможностей. Тот, кто не просто видит ваш потенциал, он призван раскрыть его. Но вот что вам нужно понять. Ваши пророческие действия ускоряют божественный расчет. Небеса откликаются на голод. И когда вы проявляете свою веру видимыми, смелыми действиями, например, публично провозглашая эту фразу, вы заявляете духовному миру «Я готов». «Я не прячусь». «Я стою в ожидании». Напишите это сейчас. Произнесите это вслух. Бог посылает нужного человека, чтобы преобразовать мою экономику. Ваша экономика – это не только ваши финансы. Она включает в себя ваши отношения, ваше время, ваши идеи, вашу энергию, ваш бизнес, ваши духовные дары, ваше влияние. Все это. Бог направляет каждую сферу вашей жизни под божественное управление. Но вы должны согласиться с Ним в действиях. Это принцип пророческого соответствия. Когда пророк Елисей повелел вдове собрать сосуды, это было бессмысленно. У нее не было масла, чтобы наполнить их. Но дело было не в том, что у нее было, а в том, что она будет делать в послушании. Масло текло только тогда, когда она двигалась. Чудо ждало движения. Итак, я снова прошу вас комментарий ниже. Пусть ваша вера отзовется эхом за пределами экрана. Произнесите это с полной убежденностью. «Господи, сделай меня готовым к получению мастер-ключа». Потому что как только вы это заявите, ты даешь мне разрешение открыть то, что долгое время было запечатано. В том, что я делаю с тобой, есть священная ирония. Потому что то, что когда-то было твоей величайшей раной, твоя заброшенность, твоя нехватка, твое замешательство, вот-вот станет твоей величайшей помазание, видите ли. Отмычка не просто формируется благодаря благосклонности. Она выкована болью, давлением и целью. Ты плакала от облегчения. Я делал ключ. Ты просил перемен. Я строил человека. Вы хотели быстрого ответа. Я готовил святое введение. Так что приготовьтесь. Время одиночества, фальстартов и упущенных моментов прошло. Вы вот-вот встретите того, кто вам подходит. Идеальная с вашей целью. Не обязательно романтической, хотя это может быть так. Но стратегически. Духовной. Экономической.
эмоциональный. Этот человек узнает божественный звук в тебе. Они не будут бояться твоего призвания. Они не будут соперничать с твоим голосом. Они будут нести точную код, которая соответствует вашей следующей главе. И позвольте мне предупредить вас с любовью. Не пропустите это, не будьте слишком отвлечены, слишком заняты, слишком ранены, чтобы не заметить дверь, когда она откроется. Замок щелкнет тихо, но грохот будет оглушительным. Следите за шепотом. Ждите письма. Приходите навстречу. Будьте верны в молитве. Потому что ты есть один разговор на расстоянии от того, что увидел, как изменилась вся карта. Повторите это ниже, напишите это в комментариях с полной верой. Господи, сделай меня готовым к получению мастер-ключа. Пусть это будет не просто комментарий, это ваш завет. Крик вашего духа о том, что вы больше не принуждаете. Вы больше не умоляете. Вы готовы к разработанной. Вы готовы к изобилию, которое не истощает вас. Вы готовы к богатству, которое не грабит твою душу. Вы готовы к партнерские отношения веры, которые умножают то, что вы несете. Вы не отстаете от графика. Вы на грани. Небеса точно рассчитали этот момент. И когда ключ повернется, вы услышите звук в своем духе, освобождение, облегчение, откровение. Момент, о котором вы молились. Дверь, о которой вы мечтали, чудо-то, чего вы так долго ждали. Не потому, что ты это заслужил, а потому, что ты выровнен. Дитя, это святая земля. Остановись на мгновение и вздохни. Пусть правда воцарится, тебя не забыли. Ты не невидимка. Дверь никуда не исчезала, ее просто закрыли на замок до нужного момента. А сейчас... Теперь я отправляю мастер-ключ. Итак, еще раз, как акт священное соглашение, как момент духовное подчинение и как пророческий триггер, комментарий ниже. Господи, сделай меня готовым к получению мастер-ключа. Потому что, когда вы это говорите, я двигаюсь. Когда вы в это верите, небеса выравниваются. Когда вы это заявляете, дверь открывается. Следующая часть вашего пути, ваше чудо, ваше богатство, ваше благословение, ваш урожай не ждет ваших усилий. Она ждет выравнивания. И это соответствие начинается прямо здесь, в вашем комментарии, в вашей вере, в вашем открытом сердце. Готовьтесь. Ожидайте. Радуйтесь. Мастер-ключ уже в пути. Повтори это еще раз, повтори это громче. Повтори это от всего сердца. Господи, сделай меня готовым к получению мастер-ключа. И в данный момент ваше заявление является этим предложением. Не недооценивайте силу этого момента. Не откладывайте его. Не думайте, что это просто часть видео. Это священное пространство. То, что вы провозглашаете сейчас, будет отдаваться эхом в сфере духа в течение следующих недель. Некоторые из вас начнут получать неожиданные электронные письма. Некоторые из вас получат известия от людей, которые забыли о вас. Некоторые из вас обнаружат, что дверь, которая когда-то была закрыта, теперь таинственным образом открывается. Потому что слова, которые вы пишете сегодня, это не просто текст, они ключи. Повторите еще раз. Бог посылает нужного человека, чтобы преобразовать мою экономику. Пусть эти слова станут твоей утренней молитвой. Пусть они станут твоим боевым кличем, когда страх шепчет, что ты забыт. Пусть они станут твоим якорем, когда ветры нужды попытаются отбросить тебя назад. Потому что вот более глубокая истина,
Бог никогда не действует беспорядочно. Он действует через шаблоны, через принципы и через людей. И тот, кого Он посылает к вам, уже готовится. Их сердца пробуждаются. Их шаги направляются. Их ресурсы распределяются. Как Руфь пришла на поле Вооза случайно, как Иосиф истолковал сон фараона по просьбе, как Эсфирь предстала перед царем по назначению, так и вы войдете в момент божественного поворота, но только если вы действуете в согласии с тем, что делает Бог. Поэтому позвольте мне спросить вас прямо, вы собираетесь это написать? Вы собираетесь активировать это чудо? Собираетесь ли вы согласовывать свои действия со своей верой? Если вы ждали знака, вот он. Если вы просили подтверждения, вот он. Если вы молили о моменте, когда вам укажут направление, вот он. Ваша экономика не умирает. Ваши мечты не сбылись. Ваши финансы не исчерпаны. Ваша цель не заброшена. Небеса не забыли вас. Но небеса ждем ваших действий. Принцип вечен, вера должна говорить. Вера должна двигаться. Вера должна насаждать. Не ждите идеальных чувств. Двигайтесь к идеальной вере. Напишите фразу «Бог посылает нужного человека, чтобы преобразовать мою экономику». Сделай это как семя, как обет, как пророческий клич. Пусть он разнесется эхом в комментариях, как благовоние перед престолом. Пусть ангелы прочтут твое имя рядом с твоим заявлением. Пусть суды небес запечатлеют твое послушание. Потому что, когда Бог видит, что вы действуете подобным образом, публично, пророчески и страстно, Он отвечает: не позже, не через много лет, но сейчас. Это час, когда твоя вера превращается в огонь, когда твое ожидание превращается в работу, когда твое пророчество становится участием. Повторите это еще раз, напишите это. Верьте в это. Поделитесь этим. Бог посылает нужного человека, чтобы преобразовать мою экономику. И когда это случится, а это случится, вернитесь и дайте свидетельство. Потому что чье-то чудо совершится благодаря вашему послушанию. Чье-то еще прорыв последует за вашим заявлением. Чья-то еще вера воспламенится, когда они прочтут то, что вы написали в этот священный момент. Вот как умножается царство. Таким образом, наследство расширяется. Вот так начинается жатва. А теперь иди. Произнесите это. Посади его. Объявите об этом. Потому что то, что вас ждет, это не просто благословение, это божественное преображение. Я хочу оставить вас с истиной, которая вечно, непоколебима и написана в моем сердце задолго до вашего рождения. Я хочу видеть, как ты процветаешь, сын мой. Я хочу, чтобы ты жил без страха, без тревоги, без ужаса перед тем, что может принести завтрашний день. Я хочу, чтобы ты отдохнул, чтобы ты дышал свободно, чтобы ты проснулся, зная, что бремя обеспечения лежит не на твоих плечах, а на моих обещаниях. Такова моя воля. Таков мой план. Это не отдаленное желание, это завет, и это запечатлено на небесах. Все, что теперь остается, это ваша вера и ваши действия. Ты прошла со мной через долину нужды, через бурю сомнений, через зал ожидания тишины. Но времена года меняются. Воздух меняется, точка урожая придет не только для того, чтобы удовлетворить ваши потребности, но и расширять ваши границы. Вы не просто призваны выживать. Вы помазаны переполнения. Видите ли, дело было не только в деньгах.
Дело было всегда в доверять о вере. О том, чтобы стать сосудом, способным нести как благословение, так и ответственность. Потому что, когда я изливаю, я не просто даю достаточно, я отдаю избыток, спрессованный, взболтанный, перелитый. Но прежде я очищаю сердце, чтобы чудо не сокрушает человека. Вот через что ты прошла, подготовку, а не наказание. А теперь я хочу, чтобы вы увидели то же, что и я. Будущее, в котором вы не будете отягощены счетами и тяготами, а будете воодушевлены целью. Будущее, в котором вы будете финансировать мечты, где вы будете благословлять служение, где вы будете поддерживать семьи, где дети ваших детей пожинают плоды ваших усилий к верное послушание сегодня. Это наследие я строю через тебя. Эта экономика королевства я разблокирую. Но чтобы это приумножилось, сообщение должно распространиться. Итак, я приглашаю вас не просто принять, но и принять участие в движении. Если это слово откликнулось в вашем сердце, если что-то в вашем дух пробудились, пока слушали, тогда не позволяйте этому моменту закончиться в тишине. Написать комментарий ниже. Свидетельствуйте. Заявляйте. Подтвердите свою веру. Выразите свое согласие. Пусть это видео станет алтарем активации. Скажите это смело, скажите это публично. Бог посылает нужного человека, чтобы преобразовать мою экономику. А затем сделайте еще один шаг вперед. Подписаться на этот канал. Не из-за меня, а из-за того, что Бог делает через эти слова. Грядут новые откровения. Новые пророческие указания. Новые священные наставления для вашего финансового исцеления и духовного восстановления. Вам не суждено идти по этому пути в одиночку. Давайте идти вместе в вере, в силе, в завете. Каждый раз, когда вы оставляете комментарий, каждый раз, когда делитесь, каждый раз, когда подписываетесь, вы помогаете расширить эту миссию. Вы проливаете свет на чужую тьму. Вы открываете чудо не только для себя, но и для своего брата, своей сестры, своего сообщества. Это принцип умножения царства. То, что ты отдаешь, я возвращаю тебе приумноженным. И помните, это не конец. Это начало. То, что вы услышали сегодня, не было точкой, это было запятая в вашей духовной истории. В следующее видео мы углубимся в то, как поддерживать чудо, как защитить благословение, как распоряжаться новыми связями и божественными вратами, которые открываются перед вами. Ведь какой смысл в прорыве, если он ускользает от вас? Мы вместе исследуем следующий этап, шаг за шагом, слово за словом, молитва за молитвой. Дитя мое, слушай внимательно, ты не забыт. Ты не опоздал. Ты не дисквалифицирован. Твое послушание открыло небеса. Твоя вера сдвинула горы в невидимом мире. Твой урожай уже движется к вам. Но не останавливайтесь на достигнутом. Пусть это слово станет глубже, чем просто мотивация. Пусть оно станет трансформация. Пусть это изменит то, как вы себя видите, как вы молитесь, как вы ожидаете. Я люблю тебя. Всегда любил. Прежде чем ты узнал мое имя, я назвал твое. Прежде чем ты взывал о пропитании, я написал твое имя рядом со словом «наследование». И я все еще шепчу тебе слова, которые я говорил с самого начала. Я хочу видеть тебя процветающим, сын мой. Я хочу, чтобы ты жил без страха, без тревоги, без страха перед будущим. Я хочу, чтобы ты жил свободно, имея достаточно ресурсов для себя и для благословения других. Таков мой план для тебя. Он предопределен на небесах, и теперь тебе нужно лишь верить и действовать. Так что вдохни еще раз, поверь, еще раз сделай шаг вперед.
И прежде чем уйти, обязательно сделайте следующее: комментарий, подпишитесь и включите уведомления. Не пропустите продолжение. Ведь это чудо. Это было только начало. В следующем видео мы покажем, как защищать то, что дает Бог, как различить нужных людей и как построить прочное богатство с честностью и целеустремленностью. До тех пор оставайся под покровом. Оставайся в завете. Оставайся в тайном месте. Твой благословение безопасно. Твой чудо движется. И твоя судьба разворачивается. Во имя Иисуса. Аминь.